Всем привет! Сегодня мы расскажем о плюсах и минусах зимовки в Батуми и жизни в Грузии. Как относятся к русским, какие тут цены, хорошая ли погода. Обычно в таких видео блогеры сидят дома и рассуждают, глядя в камеру. А мы решили показать вам зимний Батуми, чтобы вы не скучали, слушая полезную информацию. Начнем с 10 плюсов зимовки в Батуми. Первый. Нет виз и ограничений. В Грузии можно жить круглый год. На границе не задают вопросов, не требуют бронь жилья или что-то еще. Дали паспорт, получили штамп «Добро пожаловать в Грузию». С зимовками в Азии и в Африке больше заморочек. Нужно читать правила и делать визы. Второе. Русский язык повсюду. Чтобы зимовать в теплых странах, нужно выучить хотя бы базовый английский. Иначе будет непросто. В Грузии с этим проблем нет. Тут говорят на русском, дублируют вывески, этикетки и надписи. В Батуми можно даже сходить в кино на фильм с русской озвучкой. Третье. Мягкий климат. Раньше мы жили в Питере, а прошлую зиму провели в Таиланде. В России было холодно. В Таиланде нам очень комфортно. Но не всем такая жара по душе. Грузия – золотая середина. Сейчас декабрь. На улице плюс 15-17 градусов каждый день. Светит солнце. Дождей почти нет. Четвертое. Безопасность. Время от времени нам пишут, что у нас тут якобы опасно. Проходят какие-то митинги и беспорядки. Не знаем, кто вам такое рассказывает, но Грузия по-прежнему официально входит в пятерку самых безопасных стран мира. Здесь девушки не боятся гулять в одиночестве. Детям разрешают бегать за пределами дворов, а за сохранность вещей никто не переживает. Будьте уверены, вам тут рады, никто вас не обидит. Отсюда вытекает следующий плюс – гостеприимство. Нас часто спрашивают, как относятся к русским в Грузии. Об этом мы можем говорить бесконечно. До сих пор не привыкли к искреннему радушию местных. Идешь иногда по набережной, а навстречу грузин улыбнется, пожелает хорошего дня. Никакого подвоха, ему ничего от вас не нужно. Он на самом деле просто рад гостям. Нас угощали хурмой, яблоками и виноградом, предлагали подвезти бесплатно, не раз помогали советом. И всегда от души, не ожидая чего-то взамен. Шестое. Низкие цены на продукты. Конечно, все относительно. В Турции, например, продукты дешевле грузинских, но в Грузии дешевле, чем в России. На примере фруктов. Мандарины в сезон стоят 50 тетри, яблоки 2 лари. Тут немного туговато с привычными нам молочными продуктами, но в остальном все отлично. Если хотите подробный обзор цен, дайте знать в комментариях. Седьмое. В Турцию можно сходить пешком. Может, кому-то этот плюс покажется безразличным, но мы от этого в восторге. Посмотрите наше видео о том, как легко попасть из Батуми в Турцию. Это настолько здорово, что мы пару раз гоняли туда просто пообедать. Там можно заглянуть на шопинг, накупить одежды или сладостей. Управитесь за полдня. Восьмое. Низкие цены на аренду жилья. Мы снимаем однокомнатную квартиру всего за $200 в месяц. Хорошая мебель, газовое отопление, из окна видно море. Если хорошенько поискать и не гнаться за красивым видом, можно найти еще дешевле. Квартплаты в Грузии нет. За коммуналку мы платим чуть больше 100 лари в месяц. Девятое. Развлечения. В Батуми некогда скучать. Если вы приехали зимовать, будьте готовы, что многие заведения вне сезон закрываются. Но вы все равно можете покататься на кораблике и канатной дороге, погулять по набережной, забраться на колесо обозрения, съездить на экскурсии в национальные парки, заняться спортом. Даже в казино сходить можно. Многие развлечения доступны бесплатно, например, мини-зоопарк или тренажеры на набережной. Десятое. Грузинская кухня и вино. Бутылку отличного вина можно купить за 8-12 лари, хачапури в мини-пекарне за 2-3 лари. Вне сезон рестораны грузинской кухни тоже работают. Здесь легко перепробовать все традиционные блюда и найти ингредиенты, чтобы научиться их готовить. На самом деле мы можем назвать еще кучу плюсов, начиная от дешевых полетов в Европу из соседнего города, заканчивая трепетным отношением местных к Новому году. Но теперь поговорим о минусах. Первый – непривычные дома. Нас удивили платные лифты.
Треть коммуналки мы платим именно за лифт. Кроме того, во многих квартирах нет батарей, их отапливают кондиционерами. Так что будьте внимательны, если решите искать квартиру в Батуми на зимовку. Второе – проблемы с шопингом. В Тбилиси с этим полный порядок. В торговых центрах Батуми не разгуляешься, а косметику тут продают в аптеках. За новой одеждой разумнее поехать в соседний турецкий город. Третье – гадалки. Вне сезона особенно чувствуется, что некоторые люди в Грузии живут бедно. На пляже время от времени ходят женщины, предлагающие погадать за деньги, а кто-то просто сидит с протянутой рукой. Они совершенно безобидны, но мы решили о них рассказать, чтобы вы не думали, что Грузия – это кусочек рая на земле. Четвертое. Мало альтернативных ресторанов. Если вам вдруг захочется тайской еды или пасты, придется хорошенько поискать. Грузины предпочитают национальную кухню, поэтому не особо заморачиваются с альтернативами. Пятое. Нет прямых рейсов из России. Сейчас в Грузию можно добираться с пересадкой в Беларуси, Азербайджане или где-то еще. Мы летели через Европу. Для нас все минусы незначительные, нам тут очень нравится. Если вам есть что добавить, пишите в комментариях. Поддержите нас лайком и подпишитесь на канал, мы покажем еще много интересного.